Друзья, всем привет! Я Виктория, и вы у меня на канале. И сегодня мы поговорим про веселые, бодрящие и фруктовые ароматы, радостные и поднимающие настроение. Это просто витамины в флакончиках. Так, и начну я с козырей. Ой, смотрите, я так обожаю, как этот флакон крутится. Так, мой козырь против любой осенней, зимней слякоти и хандры — это Byredo Pulp. Друзья, это фрукты. Тут заявлено яблоко. Но у меня почему-то, вот при всей моей нелюбви к яблоку в парфюмерии, вот это не считывается вообще как яблоко. У меня вообще здесь считываются какие-то тропические фрукты, созревшие, вот прям, знаете, на грани. Такие, которые, когда начинаешь есть, прямо сок бежит, сочится, и ты весь в этом соке, весь липкий, где ты находишься в Таиланде. Вот такие у меня ассоциации. Но здесь есть по нотам, здесь есть яблоко, здесь есть кардамон, и вот такая небольшая специевость тут ощущается, но совсем чуть-чуть. Аромат просто непередаваемый. Я не могу его описать нотами, разложить и описать. Вот образ реально фруктов. Я его купила, я его искала. Мне нужны были натуральные фрукты, чего только я не перебрала. Вот этот просто то, что мне нужно было в десяточку. Нужно было это мне как раз таки где-то в конце ноября. Мне нужны были витамины в виде парфюма. Для меня это такой радостный, такой в то же время фруктовый, но в то же время согревающий аромат, потрясающий. Но я знаю, что кто-то его не может почему-то носить на себе, хотя вроде здесь нет никакого мускуса такого странного, вроде и специи здесь не очень громкие. Ну вот я не знаю, друзья, потрясающий, потрясающий фруктовый аромат. Люблю его. Он при этом такой, как мне казалось сначала, он очень стойкий, шлейфовый, но я сама к нему очень быстро привыкаю, хотя другие от меня его чувствуют, потому что мне говорят, и вот то, как он с меня звучит, вокруг меня людям нравится. Так, давайте дальше. Дальше вот этот вот Нарцисса Родригес Маск Нуар. Это мое недавнее приобретение. Это потрясающий старт фруктовый. Здесь заявлена слива, я скажу да, здесь есть слива. Здесь есть, господи, я забываю все время этот цветок. Я его забываю, друзья. Но так как я его особо и не чувствую конкретно, я подтверждаю, что есть какая-то тут цветочная нота, но она где-то там так далеко. Вот я больше всего чувствую фруктовость. Да, это, возможно, слива, вполне такая кисловатая. И такая, знаете, прям кожица сливы ощущается. И здесь есть кожа. Здесь такая замша. Она нежная, она тонкая и специевая. У меня есть видео про кожаные ароматы. Я рассказываю о том, как вообще ощущается кожа в ароматах. Вот есть такой вид кожи, который ароматизирован специями. Вот здесь специевая кожа. Очень чувственный аромат. И в то же время он радостный, он наполняющий силами, наполняющий энергией и бодрящий. Как и, в принципе, для меня все фрукты. Практически все. Какие-то немножко другой имеют эффект. Вот, например, груша Wild Pears от Монталь. Так, брызну на себя. Знаете, тут я практически не чувствую монталевский мускус. Вот практически здесь он на мне не ощутим.
А груша здесь, груша, одна из тех редких груш, которые я люблю в парфюмерии. Я люблю Визу Пиге грушу, и я люблю вот этот вот, потому что он тоже здесь какой-то имеет косметический аспект. Но если в Визе Пиге там такая фруктовая грушевая пудра, то здесь какой-то фруктово-грушевый крем. При этом я даже не могу сказать, косметический он или его можно съесть. Знаете, бывает такой косметический крем с такой отдушкой, что его хочется съесть. И вот здесь что-то вот у меня и то, и другое срабатывает. И как это полагается у Монталя, здесь структура аромата спиральная, то есть он звучит сразу всеми нотами, но периодически то один оттенок выдает, то другой оттенок выдает. Здесь не пирамида, здесь не будет такого классического раскрытия. О, здесь будет прям сразу вот эта потрясающая груша, которая, знаете, периодически она вот лично для меня прям натурально звучит. Так, боюсь микрофон волосами задеть. А периодически она такая вот, как груша с кремом, да, уже грушевый крем. Тоже радостный. Вот для меня все ароматы, хоть у меня немного фруктовых ароматов, потому что я не скажу, что это моя любимое направление в парфюмерии, фруктовые, но поэтому я их прям вот скрупулезно выбираю. То есть фрукт, чтобы он мне понравился, там должно много сойтись каких-то факторов, чтобы он не выглядел как компот, чтобы он как морс какой-нибудь не был. Очень классная груша. Классная, друзья. Вот прям все, не буду больше ничего говорить. Лучше попробуйте. И давайте какой? Давайте Кассиопею сначала. Кассиопея Тициано Теренце. Это маракуйя, и это для меня коктейль. Коктейль из маракуйи. Там обязательно есть лед, и там обязательно есть ром. Потому что что-то алкогольное здесь чувствуется. И вот это тот аромат, с которым хочется пойти куда-нибудь на вечеринку, танцевать где-нибудь у барной стойки, веселиться всю ночь. Вот для меня об этом Кассиопея. Она не то, что вот просто радостная или позитивная, она прям какая-то вот в ней есть такая страсть, такая жажда жизни, такая: давайте возьмем от жизни все, налейте мне коктейль, бухните туда лед и рома побольше. Рома не жалей, бармен. Сегодня я буду жечь. Вот об этом для меня Кассиопея. Потрясающая, тропическая маракуйя. Если вы любите вообще тропические ноты в ароматах, то попробуйте Тициано Теренце Кассиопея. Но здесь есть мускус. Он не такой зубодробительный, как в Кирке, конечно. Не переплюнет он Кирки. Но ощутимый. А вот в Монтале, как на удивление, не чувствуется. Так, давайте Микалев. Это Royal Musk. И здесь такая история, я его просто взяла, чтобы рассказать вам о нем. Здесь заявлены фрукты. И когда я искала как раз-таки Байредо Пальп, у меня уже тогда был этот аромат, мне его предлагали как фруктовый, поэтому я только из-за этого вам взяла и рассказываю о нем. Может, вам тоже он зайдет как фруктовый. По мне так это мускусный аромат, это прямо аромат уходового средства, которое вот, не сказать, что вот если здесь, да, такой грушевый крем, то здесь не сказать, что какой-то фруктовый крем или что это. Это вот ощущение вот ухоженности, то есть как будто ты только что вышла из душа, нанесла на себя какие-то крема, там какие-то пудры, какие-то косметические средства, и вот ты благоухаешь.
дорого, вкусно, красиво, благоухаешь. Наверное, не вкусно. Вкусно — это гурманики как-то больше. А вот красиво. Красиво, чувственно благоухаешь. Аромат довольно шлейфовый, довольно стойкий. Но вот он тот редкий представитель шлейфовых, да, довольно-таки ощутимого, но который никого не задушит, и я думаю, никого даже не будет раздражать, потому что он не читается как какой-то парфюм навязчивый, знаете? Космогония — это Sunlight от Брокар. Я отсылала Даше Aroma Life, прямо в нос себе ткнула флаконом Aroma Life, Aroma Live от Левант. И Даша такой неожиданный отзыв дала. Я даже не знаю, я вот честно чувствую здесь в верхних нотах специевость, хотя здесь явно заявлен перец, но я чувствую просто это как специевость. Мандаринки чувствую вот эту морскую соль. Тут есть морская соль, но не знаете, не как вот есть такой аромат, он такой морской воды. Нет, здесь по-другому, здесь прям реально как будто вот аромат морской соли. И все это скреплено, соединено, размыто, разакварелено розой, розочкой. Как будто такая прозрачная розовая вода. Мне очень нравится. Очень. Я его как раз купила прошлой зимой. И для меня он открывается красиво в мороз. У кого-то мандарины ассоциируются с Новым годом, а вот у меня больше в целом этот аромат из-за морской соли и, наверное, из-за этой розовой воды ассоциируется с каким-то вот спа-салоном на Бали, который находится на побережье, и морской бриз, и доносится вот этот вот аромат морской соли. Может, даже это ты такой в морской соли пришел туда, в этот салон, а там вот эти вот благоухают ароматы всяких масел, всяких благовоний тайских. Вот такие у меня ассоциации. И у меня вот есть еще один от Левантик. Мне его прислала Таня из Германии. Танюша, спасибо большое. Вы знаете, я этот аромат последовательно понимала. Я его сначала не поняла. Мне казалось, что он какой-то едой звучит. А потом Здесь довольно рассольный сандал. Это да, сандал здесь рассолит. Также у меня рассолит и кокос, но здесь кокоса нет, здесь сандал. И здесь есть инжирное молочко. Вот. И когда уже я стала этот парфюм носить дольше, и он стал на мне раскрываться разными гранями, да, там в холоде, в тепле, не знаю, в зависимости от моего настроения, я просто не могла от него оторваться. Это потрясающий инжирный аромат, но именно, вы знаете, не про лист инжира, даже не про мякоть, а вот правда какое-то ощущение инжирной молочности, вот какой-то есть в нем такой оттенок молочности, сливочности и инжира. И он теплый, он и сладковатый, и в то же время он есть в нем какая-то нота, зеленая нота какая-то есть, какой-то зелени. И вот такой он и теплый, и слегка может шлифануть прохладным, и вот этим сандалом рассольным. Но со временем, кстати, я стала этот сандал чувствовать только к базе. А вот старт аромата — это просто что-то потрясающее. Еще тут есть такая нота, которую я называю свеженапечатанная пресса или газета. Я не знаю, что это. Обычно мне либо ирис, либо фиалка такое выдает. Я не знаю, что здесь это выдает. И вообще аромат заявлен как пудровый. Возможно, просто я пудру всегда, у меня пудровый аромат — это какой-то косметическо-пудровый аромат. Нравится мне.
нравится вот это вот его аспект и согревающий, и в то же время вот это вот холодная зеленца. Возможно, летом он бы звучал больше холодной зеленцой, а сейчас он такой согревает. Инжирное молочко. Так, аромат, кстати, это Kilian, я не сказала, да, это Kilian Adults, но я по-любому здесь флакон и название прикреплю, так что не обессудьте. Все, друзья, вот такая у меня подборка моих скрупулезно собранных фруктовых любимых ароматов. Напишите, пожалуйста, какие вы любите фруктовые ароматы, как вам вот эта вот моя подборка, что вы знаете, что вы любите, что вам близко, что вам нет. Мне очень интересно. Все, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всех целую, всем пока!